обратите внимание, вот на протяжении, начиная от Питерского форума и дальше, Зеленский все время транслирует, публично объявляет о своем желании объявить перемирие по линии фронта. Больше того, недавно пришли утечки из Турции, из Соединенных Штатов, западные СМИ пишут о том, что Зеленский обращался к Эрдогану, обращался в Соединенных Штатах о том, чтобы установить перемирие на Черном море. И вот глядя на это все, может сложиться впечатление, что у нас Зеленский прямо главный миротворец. Я попытаюсь объяснить, откуда идут эти заявления, и зачем они и почему. Дело в том, что после последних год-два событий позиции Украины даже на Западе начало складываться ощущение о том, что целый ряд европейских политиков, Зеленский — это ястребы войны, которые выступают за продолжение войны. На Западе быть сторонником войны, но это все равно, что быть узаконенным людоедом. И такая позиция публичная, которая была у Зеленского, у европейских лидеров, которые говорили о том, что надо, чтобы война не прекращалась, надо, чтобы Россия дальше воевала, чтобы Украина дальше воевала, она, безусловно, оказывала влияние на их рейтинги. Рейтинги внутри Европейского Союза. Как бы там ни работала пропаганда, это влияло на поддержку войны, а за нее надо платить, за войну на Украине, европейцам. И были сделаны выводы. Из Зеленского начали делать миротворцев. Отсюда и заявления о перемирии по линии фронта. Что касается Черного моря, мы видим там постоянные предложения Зеленского, по крайней мере, проходят это в зарубежных СМИ, о том, что он за то, чтобы прекратить удары по торговым судам и по портам, и он предлагает это России, Россия отказывается. Откуда идут эти заявления? Дело в том, что перемирие на Черном море, оно действовало. Оно не было названо. Была сорвана зерновая сделка, которая нам была чрезвычайно выгодна. Да. И многие писали о том, что ее надо сорвать, что мы не должны ни в коем случае с Украиной о чем-то договариваться. И это было глупо. Сделка была нам нужна, мы контролировали поставку на Украину всего. Но после того, когда она была разрушена, все равно было неназванное перемирие. У Украины были бэки, у Украины были дроны, но она не била этими дронами и бэками, не била по торговым судам. Мы не били по торговым судам, которые шли в Одессу и другие порты. Это не объявлялось, это не было нигде написано. Но они не били, и мы не били. Не так давно Украина начала наносить удары по нашим торговым судам. Да, пострадали турки, пострадали греки, пострадали наши суда в Азовском море, в Черном море. И даже Венс был вынужден звонить Зеленскому. Кстати, Зеленский не выполнил его просьбу и продолжил после этого наносить удары по Новороссийску, по нефтеотгрузке, которая идут с казахстанских месторождений, где грузили американские компании. И ситуация очень сложная с поставками в Черное море. Дело в том, что с одной стороны влияние Черного моря и этого коридора для Украины чрезвычайно важно. Это единственный у них морской коридор отгрузки. У России есть другие возможности грузить через Балтику, грузить напрямую железнодорожным транспортом в Китай и так далее. Но объем и товарооборот, несмотря на то, что у России есть альтернативные пути, товарооборот России через Черное море гораздо больше, чем украинский. В объеме, в деньгах, в тоннах.
И для России это чрезвычайно больно. Это не только больно для Украины, это больно и для России. Но это ладно, что больно для России, для Украины. Но это больно для всего остального мира. Отгрузки удобрений приведут к не отгрузки удобрений через уменьшение отгрузок из-за блокады Черного моря приведет к тому, что будет долгосрочный продовольственный кризис запущен. Это значит, что урожайность урожая, который будет заложен в этом году, в следующем году будет низкая. А в этом году продовольствие, а Россия вместе с Украиной это около 30% рынка зерновых всего мира. 30% зерновых всего мира. Если они не поступят на мировой рынок, это гарантированный голод. Гарантированный голод в значительном количестве стран. И за всем этим кто-то должен отвечать. Кто-то должен отвечать за то, что люди будут умирать, пухнуть будут от голода. В Африке, в Латинской Америке, в Азии. И Зеленский сейчас, это он сорвал перемирие. Это он начал бить по торговым судам. Но он пытается сейчас вот этими заявлениями о том, что а вот я предлагаю, давайте мы договоримся, давайте мы взаимный мораторий введем и так далее, пытается переложить ответственность на Россию, на Владимира Путина. Поэтому то, что мы видим, все эти заявления про мир, это просто чистый пиар. Что касается России, почему Россия не идет на предложение Зеленского о перемирии по линии фронта? Потому что это мечта глобалистов. Сохранить санкции, все санкции сохранить, потому что это перемирие, просто перемирие по линии фронта, ни о чем не договорились. Значит, их снимать никто не будет. Значит, Россия будет по-прежнему изгой. Больше того, мы помним ситуацию, как она была на Донбассе, когда обстреливали Донбасс со стороны ВСУ, и при этом весь мир, закрыв глаза, да, и все, не замечая очевидное, говорили, этот Донбасс обстреливает себя сам. Вот такая же ситуация будет при таком перемирии у нас на нашей границе. На новой границе с Украиной. Нас будут обстреливать и будут еще обвинять в том, что мы сами себя обстреливаем. Больше того, они за это время пытаются накачать силу. И это перемирие не приведет к передышке для России. Поэтому на такой вариант Россия не соглашается. Какой вариант России устроен? Вариант устроит общие договоренности о безопасности в мире. И этот вариант договоренности должен подразумевать, что у каждой страны безопасность каждой страны, она должна быть обеспечена, и все должно быть взаимосвязано. В этой новой системе безопасности Украина будет всего лишь эпизодом. Если договориться обо всем, то и Украина автоматически, вопрос Украины автоматически отпадет. Вот о чем пытается, как выстроить отношения, как выстроить переговоры России. Есть ли надежда на то, что в ближайшее время такие переговоры будут успешны? Думаю, нет. Трамп увяз в Иране, у Трампа сейчас связаны руки. Больше того, я не хочу ни в коем случае обидеть Дмитриева, племянника, зятя Трампа, друга Трампа, но которые ведут переговоры со стороны Соединенных Штатов. Но очевидно, что эта переговорная группа уже вряд ли о чем-то договорится. Я так думаю, что будет новый цикл, новые переговорщики в новый период времени, который возникнет уже после выборов в Конгресс. И тогда будет возможность заново попытаться договориться. Окно возможности откроется. Именно поэтому мы слышим заявление от помощника
президента Ушакова, от Лаврова, от Владимира Путина о том, что сейчас мы вряд ли договоримся. И перемирия по линии фронта не будет.